Итак, я всех рад приветствовать на Меловом. Сегодня будет большое количество новых кусковых сортов, такие как сорта красный, щербет и так далее. В общем, поехали. Давайте начнем по порядку. С сорта красный. Уж очень многие просили снять на него именно обзор, да. Ну, давайте попробуем. Описание я его даже не читал. Всегда, когда я сейчас буду пробовать, я буду называть свое личное описание, что я вообще чувствую в этом сорте, где я какую-то схожесть с другим сортом чувствую, да. А полное описание вы сможете, как и, в принципе, оформить заказ, посмотреть описание под роликом. То есть там ссылка на группу ВКонтакте, и также, получается, описание каждого сорта будет там же находиться в описании. Поехали. Наверное, многие скажут, откуси от большого куска. Ну, с виду, знаете, он, как сказать-то, с вкраплениями, но с небольшими. Чисто белый цвет у него. Откусывается. Откусывается довольно нелегко от большого куска. Так как если мы сравним с маленьким. Сорт вроде бы жирноватый, а вроде бы сухой. И вот как-то оно непонятно, еще от поставки все зависит. Да, полусухой, полужирный. Что-то схожее с сортом снежок. Но важная такая особенность. Местами данный сорт горчит. Вот это для меня минус, конечно. И ладно бы это все. Но нет. Он имеет достаточно хороший хруст. При всем при этом у него нет оригинального вкуса. В плане того, что он какой-то безвкусный. Ни мелового вкуса, ни побелки, ни вот этой сливочности. А местами есть просто горечь. Ну, посмотрю описание. Разное всякое. Вставлю его в ролик там. Ну, в описании ролика будет оно. Можете почитать. Да и самому интересно будет посмотреть. Потому что сорт, как на мой взгляд, действительно странный. Ну, тебе говорил, что когда запиваешь водой, вкус немного раскрывается. При запитии водой он стал более сливочный, не такой суховатый. Ну, это логично при запитии водой, но я не об этом. Я говорю о том, что он почувствовал сливочность его. И также появился сладковатый привкус. Ну, это, конечно, в целом плюс. Но, блин, почему он так не проявляет никакого вкуса? Ну, в общем, как по мне, я бы его так вот, чтобы просто покушать в день, даже один раз бы не стал. Ну, типа, мне он вообще не зашел. Хотя такой популярный, казалось бы, сорт у многих. Он схож с Чураева своей, ну, вот этой горьковитостью. Он схож со Снежком своей структурой. Даже... Но, блин, то, что он безвкусный, для меня это странно. В общем, по 10-бальной шкале для меня это, ну, 5 пусть будет. И то 5 за то, что у него классная структура. Он как снежок, вроде жирный, вроде сухой. Сластит как, я не знаю, как феникс, например, наверное. Ну, в общем, добавить мне к нему больше нечего. К сожалению, вот так. Очень маркий, откусывается от большого куска, как сказал, средне, даже, наверное, тяжело. Ну, поехали к следующему сорту. Ну, моя оценка 5 из 10. Пишите свое мнение в комментариях. Двигаемся дальше. Ну, а дальше у нас вот такая вот глыбка мега сливочного и жирного мелка под названием щербет. Вот этот сорт мне действительно прям по душе, так скажем, пошел. Сливочный такой, знаете, цвет топленого молока, практически без вкраплений.
Ну, давайте пробовать на вкус. Откусывается очень-очень тяжело. Это у нас глиномел. Блин, даже не знаю, как описать этот вкус. Ну, это стандартный меловой вкус, но за счет своей супер вот этой вот сливочности огромной. Да и вкус, наверное, какого-то топленого молока. Так и есть. Причем он не как подвисло, а немножко что-то другое. Мне очень сильно понравился этот сорт. По моей оценке, я бы ему, наверное, поставил, ну, 7, ну, даже 8 из 10. Почему не больше? Ну, блин, его на постоянной основе прям долго я как бы кушать не смогу, потому что это очень сливочный сорт. Я глиномелы прям сильно не люблю. Вот немножко бы ему жирности сбавить, тогда это было бы прям то, что надо для меня. На мое удивление, побелочный вкус тоже присутствует. Ну и хотя это и глиномел, но он достаточно маркий. Я говорю, до подвислого он не дотягивает, то есть, наверное, за счет этого он мне очень сильно и понравился. То есть подвислое, там прям глиномел глиномелом. А здесь такой легкий глиномел. На какой сорт он похож? Кстати, за счет своего цвета, который, кстати, голубоватый даже, я бы сказал, он очень сильно по вкусу напоминает красавчик. Но красавчик не такой твердый. Причем именно глиномел красавчик, а не просто мел. Ну, как и сказал, 8 из 10. Очень мне понравился этот сорт. Нет, не оторву, наверное. Оторвал. Внутри у него такая грубая структура. Видно, что он будет колоться на кусочки, не пластинками там и так далее, да? Если что, там уже от кого-то было, я просто доделал. Ну, фиг откусишь. В общем, пора ехать дальше. Ну, а следующий наш сорт – это сорт воронежский. Ох, сразу с виду видно, какой он шероховатый. Скорее всего, это песочный сорт. В нем очень-очень много каких-то камушков, что меня очень сильно смущает на самом деле. Что бы еще хотел сказать? Максимально марки относительно тех, которые мы только что смотрели. Ну, давайте, буду пробовать. Чисто белоснежный мелок. Я будто от безе какого-то откусил. Это было настолько легко, что я немножко в шоке. Никакого хруста. Сразу же уходит в кашицу. Блин. Ну, вкус у него прям классный. Я, наверное... Какой-то прям интересный вкус. В общем, этот интересный вкус вы увидите в описании. От тебя что могу сказать? Отчетливый вкус извести вот этой побелки. Да, это песочный сорт. Ну, за счет его оригинальности в плане вкуса, да, который вот это присутствует, я бы ему поставил всего лишь 4, только из-за оригинальности. Потому что, во-первых, это песочный сорт, мне они не нравятся, да.
Это первый момент. А второй момент, хотя нет, 4 я ставил сортам, которые были такие средние, мне не сильно понравились. Причем сухие. Здесь, наверное, 3. Еще огромный минус. Прям на глаз видно, какие тут большие камни в нем находятся. Ну, то есть это прям печально на самом деле. Опять же, момент такой, что все зависит от поставки, то есть как там у них идет пласт при добыче и так далее. Ну вот, мне пришел такой. Благо, при откусывании ничего не попалось. Если могу еще вот так сказать, для тех людей, которые нравятся, которым мягкие сорта и которым не принципиально песочный он или нет, или вообще нравятся, может, песочные сорта, этот сорт прям вам подойдет. Не знаю, мягче, наверное, сортов я кусковых еще не встречал. Ну, в общем, 3 из 10 лично для меня. А вот здесь у нас еще щербет остался. Вкуснятина. Поехали дальше. Ну а следующая громадная глыба, скорее всего, глиномела, так как по цвету прям видно, схож даже с плодвислым, я, наверное, так скажу. Это у нас сорт хрусталь. Хрусталь у нас примерно как щербет выглядит. Также практически без вкраплений, молочный либо голубоватый цвет. Ну что тут говорить, нужно пробовать. Про хрусталь можно сказать так. В щербете, допустим, пусть будет сливочность 8 из 10, да? Здесь сливочность чуть поменьше, за счет чего мне больше нравится. Может быть 7-6 из 10. И даже не запивая водой, можно по этому сорту сразу сказать, что он сладкий. Вот. Давайте я еще попробую вот такой кусок. Он у меня как бы тот же самый сорт. В идеале должен быть просушки, но он прям гораздо темнее, чем этот. Странно, как он так не просох. Ну ладно. Значит, просто из-за того, что не идеальная просушка. Буду кушать только глыбку. Откусывается также гораздо легче, чем щербет. Даже от такой большой глыбки. Здесь уже не момент того, насколько удачно вы найдете вот этот вот нужное место, да, на глыбе, чтобы ее откусить. Здесь мне, наверное, даже вкус и привкус напоминает сорт строймат. Не знаю почему, но вот так. При этом он сладковатый. Побелочный, чисто меловой вкус также в нем ощущается. Различие, в общем, идет потому, что он сладкий, допустим, если с щербетом сравниваем. По сливочности, но в целом довольно похожие сорта. В общем, моя оценка данному сорту, даже, наверное, щербет пусть будет 7 из 10. Здесь будет у нас 8 из 10. Вот так вот. Ну что, поехали дальше. Там, по-моему, есть сорта, которые мне даже еще больше понравились, чем все вот эти. Идем. Ну, а следующий у нас сорт Титан. Титан у нас выглядит в один как подвислая. Прям вообще. Не знаю даже, что и добавить. Давайте будем пробовать. Ну, вот с такого кусочка начну. Откусывается, как вы уже поняли, очень тяжело. Точно не могу сказать, что это одно и то же, как и подвислое, так как это из разряда подвислого искушения, сливочного маячка, белый слон. Потому что они все глиномелы, вот такие прям мощные глиномелы. Здесь о маркости практически речи не идет, как и в подвислом. Присутствует залипание. Не очень продолжительный хруст, он уходит в эту сливочность, сливочную кашицу, можно так, да, сказать, и залипание.
При этом присутствует побелочный вкус. Ну, сказать честно, особой разницы с подвислым я и не вижу. По оценке, лично для меня, это что сухой, что песочный, что что глиномелы примерно одинаково для меня стали. Но глиномелы именно, которые очень сливочные, они легкие. Святик мне, допустим, нравится. Поэтому здесь 5 из 10 пусть будет. По сливочности, то есть все 10 из 10 это просто факт. Ну, в общем, это лично мое мнение, потому что не люблю я особо такие глиномелы, как подвислые. Итак, следующий сорт у нас Лубянка. С виду, да и не только с виду. Очень он похож на Святик и Горный, но в те моменты, когда он приходит не по описанию. А в какой он приходит, сейчас я вам объясню. Ну вот, я не знаю, по хрусту будет слышно, нет? Нет, не особо. В чем суть? Почему мне такие сорта не нравятся? Он идет очень воздушный, при этом вроде бы жирный, вроде бы сухой. Но это не та история, как снежок или вот красный, да? Это та история, что есть у нас сорт Green и October. И вот он такой сам по себе весь рыхлый, непонятный, невкусный, одним словом. Ну, отлично для меня так. Поэтому мне такие сорта не нравятся. Вот Святик бывает из горным нормальный приходит, а бывает, видимо, когда пласт не очень, так себе, так скажем, попадается, да, он приходит, Святик с горным вот таким. А иногда вообще приходит точь-в-точь October. Ну, я понимаю, что как бы здесь нет вины поставщика, то есть он отправил, что добыл, нет какого-то определенного там пищевого ГОСТа и так далее, да, мы все это прекрасно понимаем. Но вот как настолько может разниться от жирного сорта до глины October можем дойти, да? Для меня это прям удивление. Кому интересно, в ту же группу можете зайти прочитать описание данной глины. Ну, а главной особенностью у нас этой глины и вот этого сорта, потому что он сейчас очень похож на эту глину, да и не сейчас, возможно, у него есть такое описание. Является большая воздушность, он очень легко откусывается, но он во рту такой прям непонятный, не знаю, как сказать. И не жирный, и не сухой. Будто вот это, знаете, как железо, которое внутри пустое. Он будто такой же, вроде начинаешь откусывать, а потом опа, и ерунда какая-то. Ну, в общем, из этих сортов мне, в принципе, если уж все мы берем, да, меньше всего понравился Воронежский и Лубянка. А понравились мне, получается, Красный, Щербет. Вот Титан не особо понравился, еще один там какой-то был, не запомнил название. Ну, ребят, полное описание под роликом. Оформить заказ можно также по ссылочкам. Это группа ВКонтакте, там у нас уже сколько с вами? Около 4000, по-моему, подписчиков, да? И получается номер телефона WhatsApp для тех, кому неудобно заходить в группу. Ну, а я не прощаюсь. В следующий раз будут практически все эти же сорта в пиленном виде и новинки еще новые в пиленном виде. После чего там уже посмотрим, что дальше засниму. Ну, а с вами был канал Меловой. Обязательно ставьте лайк, это очень сильно мотивирует снимать следующие ролики. Пишите в комментариях, что думаете по этим сортам, какое ваше мнение. Ну, а я с вами не прощаюсь, уже скоро увидимся. И вот таким пальцем мне нужно завершить видео.